Ты приходишь на собеседование в оборонную технологическую компанию. В вакансии написано «Инновации, безопасность, работа над технологиями будущего». Все звучит серьезно. Пока ты не видишь команду. Люди в черных костюмах с красными облаками. Поздравляю, ты только что устроился в корпорацию Акацуки. Компания, которая обещает создать мир без войн, просто сделав войну слишком дорогой для всех остальных. Если разобрать структуру Акацуки, становится понятно. Это не банда злодеев, это полноценная оборонная корпорация. Здесь есть стратеги, инженеры, аналитики разведки и один креативный директор, из-за которого в офисе запрещены кнопки с надписью «Не нажимать». Генеральный директор компании Пейн. Он продает инвесторам идею мира во всем мире. Просто сначала нужно немного усилить аргументы в виде супероружия. Его презентации всегда заканчиваются фразой «Мир познает боль». И никто до сих пор не понял, это миссия компании или предупреждение рынку. Операционный директор компании Конан. Единственный человек в корпорации, который может сказать «не надо взрывать офис», и его реально послушают. Она превращает безумные идеи CEO в рабочие процессы и следит, чтобы испытания оружия не проходили в переговорной. Главный инвестор — Тоби. Человек, который вложил в компанию столько денег, что никто не задает лишних вопросов, даже юристы. Он появляется на совете директоров, говорит про долгосрочное будущее, все чувствуют тревогу, а он сразу же исчезает. Классический венчурный инвестор с очень агрессивной стратегией масштабирования. Основатель корпорации Мадара. Современный Илон Маск, который уверен, что его идея опередила время на десятки лет. Он постоянно говорит, что мир просто еще не готов к его продукту. И инвесторы почему-то начинают нервно проверять новости. Каждый раз, когда Мадара напоминает про первоначальное видение компании, совет директоров понимает, сейчас снова будет очень радикальная стратегия развития. Финансовый директор Какузо. Человек, который знает цену всему и сразу думает, как заплатить меньше. Его любимая фраза на совещаниях — это можно оптимизировать. После нее команда начинает переживать не за бюджет, а за свое рабочее место. Директор стратегического планирования Итачи. Он строит планы на годы вперед и учитывает даже ошибки конкурентов, которых те еще не успели совершить. Когда Итачи говорит «все идет по плану», в комнате становится тихо, потому что никто не знает, насколько далеко этот план заходит. Начальник отдела кадров Зетсо. Он решил проблему найма радикально. Просто создал идеальных сотрудников сам. Никаких собеседований, никаких увольнений, никаких больничных. Вся команда — буквально часть одной системы. HR — мечта любой корпорации. Полная лояльность, абсолютная синхронизация и подозрительно одинаковые лица в отделе. Руководитель перспективных исследований Арачимару. Человек, который делает самые инновационные разработки и самые тревожные. Его проекты звучат как прорыв, пока не начинаешь задавать слишком много вопросов. Даже служба безопасности предпочитает сначала уточнить, безопасно ли туда вообще заходить. Главный инженер роботизированных систем Сасори. Он специализируется на автономных технологиях и максимально снижает влияние человеческого фактора в сложных процессах. Его решения точные, холодные и безошибочные. Настолько, что иногда кажется, будто он доверяет машинам больше, чем людям. Руководитель разработки вооружений Дейдара. Он уверен, что лучший способ показать мощность технологии — сделать так, чтобы ее заметили даже из космоса. Его демонстрации всегда впечатляют и одновременно резко увеличивают бюджет на ремонт. Глава направления оборонных систем Кисаме. Он отвечает за проекты, где ключевые слова — мощность и давление. Переговоры с ним проходят быстро, потому что партнеры сразу понимают, что лучше сотрудничать, чем конкурировать. Главный пиар-менеджер Хидан. Он отвечает за создание образа компании, который вызывает у конкурентов желание не конкурировать. Его методы крайне эффективны и крайне неудобны для юридического отдела. После каждой пиар-кампании юридический отдел начинает внимательно перечитывать трудовой договор и проверять, можно ли уволиться задним числом. В итоге получается почти идеальная оборонная корпорация. CEO с радикальной стратегией, инвестор с очень туманным прошлым
финансист, который оптимизирует все, стратег, который просчитал финал заранее, и маркетолог, которому лучше не показывать большую красную кнопку. Если честно, с такой командой компания Акацуки могла бы выиграть любой тендер. Просто остальные участники тендера почему-то снимают заявку сразу после демонстрации продукта. Напиши в комментариях, в каком отделе ты бы работал в этой компании. И самое главное, согласился бы ты на удаленку, если удаленка означает удаленность от эпицентра взрыва.